Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я вам покажу новый комплекс упражнений, который направлен на восстановление, укрепление и профилактику половой слабости у мужчин. Ранее я уже делал вам комплекс, выдавал уже комплекс упражнений. Кто его не видел, я прикреплю ссылку в правом верхнем углу. Вот, посмотрите его. Но этот комплекс ничуть не хуже по эффективности, но он более простой. Дело в том, что после выхода того комплекса, когда начинают мужчины заниматься им, многие мне писали в комментариях, что они не могут выполнять данное упражнение или некоторые упражнения из-за того, что у них есть проблемы с позвоночником или проблемы с суставами. Поэтому я вам приготовил новый комплекс упражнений, в котором нет нагрузки на суставы и позвоночник, но в то же время он ничуть не хуже предыдущего и также хорошо помогает для укрепления, восстановления и профилактики половой слабости мужчин. Сейчас я вам буду показывать, сколько необходимо будет раз выполнять упражнения, я вам все буду об этом рассказывать. Давайте сразу скажу, что данный комплекс необходимо выполнять один раз в день, минимум. Сколько делать подходов, это уже зависит от вас, потому что каждый мужчина индивидуален. Это зависит и от возраста, и от физической подготовки, и от телосложения. Например, более грузные мужчины, они не могут столько выполнять, сколько более худощавые. Или в молодом возрасте необходимо выполнять больше, нежели чем в зрелом. Опять же, все зависит от возраста, от физической подготовки мужчины. Данный комплекс подходит для всех мужчин, независимо от возраста, но желательно начинать его выполнять уже начиная от 35 лет и старше. Ежедневно, кому удобно, можно делать даже 2 раза в день, то есть утром, вечером или когда есть свободное время. Итак, давайте начнем. Сейчас я первое упражнение покажу. Для первого упражнения нам понадобится мяч, либо можно его заменить небольшим, скажем так, свертком. Сейчас мы его сделаем из полотенца, я покажу как. Берем полотенце, сворачиваем его. Вот. Сворачиваем 4 раза, сначала по длине в 4 раза свернем и начинаем его просто наматывать в рулончик, чтобы у нас вот тугой рулон получился, такой вот сверток. Вот. Дальше что мы делаем? Берем коврик, ну и кто еще выполняет, кладем его, то есть ложимся на коврик, колени сгибаем, сами ложимся на коврик вниз спиной. Данный рулон зажимаем между коленями и с силой зажимаем между коленями и с силой сжимаем на протяжении 5-6 секунд. Напрягаем мышцы, сжимаем рулон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабляем мышцы. Еще раз делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабляем мышцы. И так делаем 10 раз, напрягаем. Сколько подходов? Ну, это зависит от вас тоже уже. Можете 10 раз по 10 секунд сделать, потом перейти уже к другим упражнениям, а потом снова вернуться к этому. Данное упражнение хорошо прокачивает мышцы бедер, соответственно, улучшается кровообращение в тазовой области и улучшается кровонаполнение полового члена. Следующее упражнение, это у нас будет... В прошлый раз я вам показывал, как делать упражнение хождения на ягодицах. Здесь коврик мне не понадобится, это будет он мне мешать. Здесь оно аналогично, но более эффективное. Более эффективное это упражнение, оно похоже. Также садимся, но сейчас мы просто ходили вот так вот паровозиком. А сейчас нам нужно взять руками, кистями за ступни и также двигаемся вперед. Вперед метр. Назад метр. И так, таких раз необходимо надо сделать тоже 10 раз вперед, 10 раз назад. Сейчас я напоминаю, то есть мы держимся руками за ноги, за ступни, за пальцы ног. Таким вот образом. И вот передвигаемся на ягодицы. Оно такое же, но чуть-чуть более эффективнее, нежели чем было в предыдущем комплексе.
Следующее упражнение, это тоже похожее упражнение было в том комплексе, но здесь оно более будет эффективное. Это упражнение я сейчас покажу вам. То есть также ложимся на коврик. Ложимся спиной. Поднимаем таз. Но мы раньше просто поднимали таз, а сейчас мы делаем одну ногу, кладем на другую, на колено другого, и вот так вот поднимаем на одной ноге. Тоже на каждую ногу делаем по 10 раз. По 10 раз. Сколько подходов, все зависит от вашего состояния, от вашего возраста. То есть, если вы чувствуете, что вы можете делать больше, делайте больше. Так, следующее упражнение. Давайте, было приседание. Многие говорили, что глубокие приседания не могут делать. Это нагрузка на суставы коленные. Ну, со временем не разрабатываются, если делать регулярно. Но в то же время, если кто-то только начинает, просто делаем небольшие полуприседы. То есть вот, чтобы по 90 градусов приседаем. Но я вам сейчас немножко по-другому покажу это упражнение. Для того, чтобы было проще делать, и оно будет более эффективное. Для этого нам необходимо руками взяться за что-нибудь, там, например, за дверь, за какой-нибудь тренажер, может быть, или стол, трубу. Но смотрите, чтобы это на вас не опрокинулось, ничто на вас не упало и ничто не оторвалось. Вот, к примеру, я делаю так вот, беру дверь, с обоих сторон ручки беру, ставлю ноги и приседаю. И вот таким образом я покачиваюсь. Секунд 10 покачался, встал, отдохнул. Снова присел, покачался секунд 10, встал, отдохнул. Тоже 10 раз. Ну, 10 раз за... А сколько подходов, это уже все зависит от вашего тоже самочувствия, от вашего, скажем так, состояния физической готовности. У кого-то уже, может быть, и кто-то занимается, мышцы в тонусе, а кто-то еще не только начинает, и поэтому с первого раза много не получится. Следующее упражнение – это напряжение ягодиц. Сейчас я вам покажу, не знаю, будет видно, не будет. Вот. Выполнять можно сидя на стуле, сидя на полу, на корточках. Ну вот, к примеру, сейчас давайте я сяду вот в полувзводных и буду напрягать ягодицы. Это можно делать постоянно, регулярно, везде. То есть где-то дома вы сидите, я не знаю, может будет видно, не будет. Напрягаем ягодицы, чтобы прямо чувствовать, как напряженные мышцы ягодичные поднимали верхнюю часть тела. Можно по очереди, правой, левой, можно вместе. Не знаю, конечно, будет вам видно. Напрягаем ягодицы и поднимаемся. Это, конечно, не упражнение. Также 10 раз делаем. Это не упражнение, которое я даю в бесплатной программе, которую вы можете найти по ссылкам под видео. То есть третья примерно ссылка обычно бывает, там написано подарок, заходите туда, опускаетесь вниз сайта, и там есть ссылка на бесплатную программу для прокачки мышц любви, которая прокачивает ваши лобково-копчиковые мышцы для того, чтобы укрепить эрекцию. Можете посмотреть, там комплекс дан этого упражнения. Как это все делается, какие подходы по времени, как это все выполняется. Основано это на упражнениях Хегеля, но переработано мной для вас. Также под этим видео хочу напомнить, что вы найдете ссылки на мои бесплатные и платные курсы по увеличению длительности половых актов, по восстановлению и укреплению эрекции, а также метод по перенаправлению энергии, который теряется при семяизвержении, при эякуляции мужчин. Как известно, для создания семени мужского очень много тратится энергии, и потом она просто выплескивается в никуда. Для того, чтобы эту энергию нам использовать для своих нужд, вот этот и курс у меня рассчитан. Курс называется импринт. А также смотрели курсы по восстановлению и укреплению эрекции и увеличению длительности половых актов с психологическими и физиологическими методами. Итак, перейдем давайте к следующему упражнению. Следующее упражнение удобно выполнять либо стоя руками в угол к стенам, либо просто к стенке. Что нам нужно делать для этого упражнения? Мы берем, опираемся к стенке руками, поднимаем по очереди правую и левую ногу, но, то есть как по очереди? Поднимаем правую ногу и правой ногой, именно коленом, пишем
циферблат от 0 до 9. То есть, смотрите, вот начинаем 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И на левую ногу также делаем все. То есть по самочувствию упражнение достаточно сложное, не сложное, но требует небольшой нагрузки, поэтому у кого сколько получается. Итак, следующее упражнение, это мы в прошлый раз, в прошлом комплексе был велосипед. Сейчас делаем аналогично, но без нагрузки на суставы. Оно похоже на движение пловца, поэтому я уже многим писал, что кто не может выполнять упражнения, очень хорошая нагрузка дается во время плавания. Поэтому занимайтесь плаванием, это тоже хорошо укрепляет мышцы и разгоняет кровь в малом тазу. То есть ложимся и просто ногами вот делаем. Можно в течение 1 минуты делать. Засекайте время или считайте про себя. И вот делаем такие движения в течение 1 минуты. Сколько подходов, тоже все зависит от вашего физического состояния. На этом, в принципе, комплекс я закончу. Но кто хорошо готов, я тоже об этом где-то раньше писал, кому-то об этом писал. Кто хорошо готов физически, то тому можно выполнять еще очень хорошее упражнение, но оно для людей с хорошей физической подготовкой. Но оно хорошо разгоняет как раз именно кровь в малом тазу и укрепляет мышцы лобкового копчатого, а также способствует хорошему кровенаполнению полового члена. Упражнение, которое называется бёрпи, оно именно на выносливость, на работу мышц. Многие его знают, я, наверное, сейчас его покажу в таком плане. То есть, что мы делаем? Приседаем, выпрыгиваем упор лежа, делаем отжимания, поднимаемся, снова упор пересед, выпрыгиваем, хлопок наверху. И повторяем все. Хлопок наверху, приседаем, упор лежа, отжимания. И вот таким образом делаем, сколько у вас хватит сил. Это упражнение может заменить все остальные упражнения этого комплекса. И предыдущего комплекса тоже. Так, а на этом все. Хорошо вам заниматься. Здоровья. Да пребудет с вами мужская сила. До свидания.